Близкие родственники кабанов, которые обладают вспыльчивым нравом, поедают колючие кактусы и используют химическую атаку. У этих копытных немало врагов, но они готовы постоять за себя и способны удивить даже превосходящего в размерах хищника. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – пекари. Долгое время пекари относились к свиньям, но из-за ряда ключевых особенностей сегодня их считают отдельным семейством. Тем не менее, внешне они похожи на своих дальних родственников. При длине тела до 1 метра средняя масса животных близка к 30 килограммам. Семейство насчитывает лишь 3 вида, которые встречаются на территории Центральной, Южной и малой части Северной Америки. Пекари живут социальными группами, численность которых в зависимости от вида может достигать 200 особей. Невзирая на кажущуюся безобидность, это очень вспыльчивое создание, а учитывая, что самцы не покидают стадо, конфликты случаются регулярно. В отличие от изогнутых клыков свиней, пекари – обладатели коротких и более прямых клыков, которые, как и их челюсти в целом, лучше всего подходят для измельчения твердых семян и растений. В отдельных регионах животные приспособились питаться даже кактусами. Избавляясь от массивных шипов, пекари переходят к трапезе, совершенно не обращая внимания на мелкие колючки. Справляться с подобной пищей помогает особое строение желудка, поэтому кроме растений в рацион входят яйца, падаль, пресмыкающиеся и даже мелкие млекопитающие. Средние размеры делают этих копытных привлекательной мишенью для крупных хищников, и одним из самых опасных соседей является ягуар. Несмотря на длину тела свыше 1,5 метров, этот кот способен становиться невидимым. Маскировочный окрас делает его незаметным на фоне растительности. К тому же он грамотно использует естественное укрытие и часто выходит на охоту под покровом ночи. Ступая абсолютно неслышно, он может подобраться к жертве вплотную, однако его добыча обладает невероятно развитым обонянием. Как и остальные кошки, ягуар уделяет немало времени умыванию, чтобы избавиться от посторонних запахов. Но чувствительный нос пекари постоянно в действии, и он способен уловить малейшие ароматы, источаемые скрытным охотником. Поэтому в большинстве случаев хотя бы один из группы заблаговременно замечает присутствие постороннего, чего хватает, чтобы поднять тревогу и броситься в рассыпную. Не готовому к затяжным погоням хищнику остается лишь смириться с разоблачением и отправиться на поиски менее внимательной добычи. Тем не менее, пекари не всегда спасаются бегством. Застигнутые врасплох, животные поднимают шерсть дыбом и готовятся к нападению. Инстинкты охотника подсказывают, что жертва вот-вот обратится в бегство, однако рассчитывающий на легкую наживу молодой ягуар получает отчаянный отпор. Острые клыки опасны, к тому же эти копытные больно кусаются, что становится поворотным моментом в драке. В итоге кот быстро понимает, что лучше оставить несговорчивую цель в покое. Конечно, против взрослого опытного кота у пекаря не так много шансов, но копытные часто становятся объектом внимания подрастающих охотников, которые не подозревают о возможной опасности. Взрослый пекарь пытается отвлечь внимание хищника от детеныша, но даже агрессивное поведение не помогает отогнать неприятеля. Котенок по-прежнему пытается добраться до легкой наживы, но мать готова к защите потомства, поэтому она без сомнений встает между врагом и детенышем. Такое поведение отбивает всякое желание охотника продолжать нападение. Вспыльчивый нрав – не единственное оружие копытных. Возле крошечного хвоста пекари скрывается ароматическая железа, которая служит как для коммуникации между себе подобными, так и для устрашения врагов. За неприятный запах животных также называют свиньями-скунсами. Невзирая на бдительность, пекарей все же можно застать врасплох.
В большом стаде они чувствуют себя в безопасности, однако это чувство ошибочно, когда за дело берется опытный хищник. В итоге его маскировка раскрыта, но становится уже слишком поздно. Фокусируясь на выбранной добыче, хищник в считанные прыжки догоняет ее и пускает в ход длинные зубы. Шея пекари толстая и короткая, однако челюсти ягуара сильнейшие среди всех больших кошек, поэтому даже одного прицельного укуса хватает, чтобы усмирить крупную мишень. К тому же ягуар способен устраивать засады, где, не шевелясь и не издавая ни шороха, он терпеливо дожидается, пока жертва сама не окажется в области досягаемости. Нападение с высоты добавляет эффект неожиданности, поэтому прицельный бросок имеет все шансы на успех. Также на значительной территории одним из опаснейших соседей пекари становится пума. Скрываясь среди камней, она может подолгу выжидать подходящий момент. Наконец, стремительная атака вызывает панику, однако уже через несколько секунд охотник и жертва меняются местами, и теперь уже пуме приходится искать спасение от свирепых и организованных копытных. Шакалы и койоты также не упускают животных из вида, но взрослые особи слишком сложная мишень для одиночки, поэтому основное внимание уделяется малышам. Но добраться до них, минуя родителей, вряд ли получится. Мать всегда настороже, и при обнаружении незваного гостя она устрашающе стучит клыками, давая понять, что всегда готова пустить их в дело. Такая перспектива не устраивает койота, поэтому он вряд ли осмелится приблизиться к семейству. Право на размножение имеет лишь доминантный самец. Остальным же запрещено приближаться к самкам. На фоне этого могут возникать ожесточенные схватки за лидерство. Однако прямые клыки не настолько опасное оружие, поэтому до серьезных травм дело доходит нечасто. Как и большинство копытных, пекари страдают от неконтролируемой охоты и уничтожения среды обитания. И хотя на большей части ареала они чувствуют себя превосходно, в отдельных регионах численность столь удивительных созданий стремительно уменьшается. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!